Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы будем готовить упругий крем для покрытия торта. Крем стабилен в жару. Даже при 40 градусах с ним ничего не случится. Это очень большой плюс. Имеет приятный вкус. Этот крем можно делать с минимальным количеством сахара. Покрытие получается белым, а соответственно мы его можем окрасить в любой цвет. Есть, конечно, минус. Ингредиенты здесь используются не дешевые, поэтому этот крем не назовешь экономным. Итак, для этого крема нам понадобятся вот такие ингредиенты. Значит, тут у меня сливки жирностью 20%. Дальше у меня творожный сыр жирностью 60%. Можно брать сливочный, творожный, что подешевле, смотрите. Дальше желатин. Сахарная пудра, также обычная магазинная, уже просеянная, и вода для замачивания желатина. Вода холодная, все остальное комнатной температуры. С самого начала замачиваем желатин холодной водой. Вместо желатина вы можете взять также агар или пектин, но эти ингредиенты нужно привести в рабочее состояние немного по-другому, чем желатин. Все, оставляем желатин набухать, а мы двигаемся дальше. Соединяем сливки. Сюда высыпаем сахарную пудру. Насчет сахара я здесь использую 140 граммов. Это как раз получается крем такой в меру сладкий. Если вы любите более сладкий крем, тогда можно добавить сахарной пудры еще по вкусу. И сюда же выкладываем творожный сыр. Видите, творожный сыр у меня очень плотный. Но желательно, чем жирнее, тем лучше. Теперь нам нужно соединить вот эти все ингредиенты. Я рекомендую вообще-то это сделать лопаткой. Почему? Потому что мы будем торт заливать вот этим кремом. Он как бы упругий, но заливной. Чтобы получилась идеально гладкая поверхность, нам надо минимизировать появление пузырей. Поэтому лучше всего вот эту смесь замешивать вручную лопаткой до полного растворения творожного сыра. Но, в принципе, даже самые мелкие комочки мы не разобьем, поэтому в конце все равно придется пройтись блендером. Поэтому я вот сначала смешиваю лопаткой, а потом все-таки пройдусь немного ручным блендером. Если все-таки будете использовать блендер, то недолго. Постарайтесь короткими импульсами быстренько обработать крем, чтобы все комочки разошлись, чтобы у нас не образовывались пузыри. Видите, даже за короткое время все равно образуются пузыри, а это немного плохо для заливания. Но ничего, мы их все равно будем убирать. И теперь сюда можно добавить по вкусу. Я добавляю щепотку, такую большую щепотку ванилина, но сюда можно добавить и щепотку соли, и щепотку лимонной кислоты. То есть все по вкусу, что вам нравится, можно сюда добавить. Пока мы готовили массу, наш желатин уже набух. И сейчас нам его нужно привести в рабочее состояние, то есть нагреть. Я буду нагревать на паровой бане, но желатин также можно нагреть в микроволновой печи. Растапливаем желатин, еще немножко смешаем, проверяем, чтобы там не было нерастворившихся крупинок от желатина. Помните, нельзя доводить до кипения, потому что тогда он утрачивает свою силу. Нагреваем до горячего состояния, но не кипятим. Выливаем горячий желатин и теперь все хорошенько смешиваем. Чтобы убрать образовавшиеся пузыри, нам нужно эту жидкость процедить через сито. Это можно сделать даже 2-3 раза. Теперь переходим к торту. Что я хочу сказать? Этим кремом можно заливать любой торт. Наверное, кроме безе, конечно, потому что все-таки здесь много влаги. Разве что, возможно, я еще не экспериментировала, но, возможно, если безе обработать шоколадом, тогда можно тоже заливать. Так вы видите, у меня шоколадные коржи. Здесь крем, пломбир. Поверхность у меня не очень ровная, но мы сейчас это все дело зальем, и у нас получится практически идеальное покрытие на торте. Нужно подготовить форму для заливания. Вместо плотного мата можете брать ацетатную пленку.
Крем нужно перелить в кондитерский мешок. Вот снимаю резиночку, опускаем кондитерский мешок как можно ниже. И сразу идем по кругу, чтобы крем равномерно ложился вокруг торта. Форма для заливания должна быть по диаметру на 2 сантиметра больше, чтобы у нас по кругу получился 1 сантиметр для заливки крема. Вот мы уже дошли до верха. Заливаю вверх приблизительно до сантиметра. И вот видите, зажимаю кончик. Все, крем прекращает течь. Берем шпажку и вот так немного по кругу, но только шпажку прижимаем к стенке формы. Ни в коем случае, чтобы к торту не дотрагиваться, чтобы черный бисквит не попал на покрытие. Поэтому вот только по стеночке шпажкой слегка пройдемся, чтобы вышел воздух, чтобы у нас были идеальные ровные бока торта. Теперь убираем торт в холодильник на несколько часов. Крем застыл. Но вот видите, здесь на поверхности вот такие есть неровности, пузырики так и остались. Мы еще раз зальем очень тонким слоем просто сверху. Вот видите, за это время я даже не ставила его в холодильник. Он вот уплотнился, он упругий, стабильный, но сам по себе не твердый. Его легко можно разделить на части даже с помощью лопатки. Я обратно его поставлю на паровую баню, разогреть, чтобы привести в рабочее состояние. И заливаем небольшое количество сверху. На данном этапе я сделала автоматически глупую ошибку, я считаю, но через минутку я вам все сейчас объясню, чего делать не нужно. Вот, заливаем еще раз и убираем теперь в холодильник. После того, как крем застынет, можем снимать форму. Снимается идеально, обратите внимание, какие бока торта. Они идеально ровные. Сам верх торта у меня ровный. Единственный большой недостаток — это сверху образовалась маленькая коронка. И сейчас я объясню, почему так произошло. Когда я заливала второй раз упругий крем, обратите внимание, вот здесь, чтобы он быстрее разровнялся по поверхности, я стала качать форму из стороны в сторону. Остатки крема в некоторых местах попадали немного выше, чем основа, и поэтому они так и уплотнились, и вот образовалась такая коронка. Этого делать ни в коем случае нельзя. Если заливаете второй раз, залили крем, спокойно ждем, чтобы он сам распространился по поверхности, он себе ровненько ляжет, и коронки никакой не будет. Свою коронку я аккуратненько срезала ножом. Если что-нибудь такое случается, то мы стараемся наши дефекты замаскировать декором. Ну что ж, в принципе, и все, что я хотела рассказать сегодня. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Всем говорю до свидания и до следующего выпуска. Скоро увидимся.